Всем доброй ночи. Дорогие друзья, сколько бы мы ни говорили о справедливой Фемиде, но, к сожалению, приходится признавать, что Фемида, хоть и богиня справедливости, и она действительно справедлива, и время показывает, как она беспощадной рукой карает недостойных лживых людей. Однако Фемида, которая олицетворяет справедливость человеческую, весьма продажна. Я имею в виду про нашу юстицию, которая создана людьми для того, чтобы якобы защищать интересы людей. К сожалению, в этом мире так получается, что когда ты воруешь, никто у тебя никакие отчеты не требует. Но когда ты работаешь, у тебя требуют миллион отчетностей. Ты должна выполнить миллион формальностей, миллион бумаг тебе нужно. Ты должна отчитаться за каждую копейку. Государство и власти могут очень несправедливо обойтись с человеком. Люди, которые берут на воспитание детей, порой никак не поддерживаются государством, а наоборот. Люди, которые бросают своих детей, спокойно живут дальше, никак не наказываются. Одним словом, украл курицу 10 лет, украл миллиард в депутаты. Нажимай на кнопки и живи себе припеваючи. Потому как в основном к власти идут люди не для того, чтобы менять нашу с вами жизнь, а для того, чтобы составить определенное количество. Поскольку власти нужно определенное количество голосов для того, чтобы решить ту или иную свою задачу, это некая монополия, некая мафия. То есть она рассматривает страну и людей как средство для наживы, средство для заработка. И там решаются вопросы, кто должен разориться, кто должен разбогатеть и прочее, прочее. И основное количество людей, которые сидят в правительствах, мировых правительствах, не только здесь, это, знаете, такие кнопкодавы. То есть люди свои, взятые, и люди, которым дают, скажем так, определенную зарплату, неплохую, только с той целью, чтобы они просто составляли определенную массу людей, поддерживающих любое начинание правительства. Поэтому ничего не меняется, поскольку никто ничего и делать не был намерен. К сожалению, когда на улице человека убивают, и если убийца не оставил свой номер телефона, номер банковского счета, свой паспорт и свой адрес, не считает нужным его искать. К сожалению, легче всего взять, прессовать невиновного человека, свалить на него все свои бедствия, посадить и закрыть это дело. К большому сожалению, от правоохранительных органов защиты у нас нет. Основная функция этих органов – карающая. То есть до того момента, как мучают в семье, бьют детей, издеваются, эти органы молчат и никак не реагируют и не считают нужным. И как только эти дети убивают своего родителя, да, такой случай был в России, тут же карающие органы вступают в силу. То есть они предназначены для того, чтобы подвести машину, надеть наручники и забрать в тюрьму. То есть их единственная функция состоит в этом. К сожалению, это так. Этот орган абсолютно не работает. Абсолютно. И надеяться на этот орган не следует. Она зарабатывает, то есть срабатывает, извиняюсь, только в том случае, когда слишком много натиска, слишком много заявлений, но они что-нибудь сделают. Но и при этом не гарантия, что они сделают как надо. И очень часто бывает, что люди, которые, скажем так,
пытаются что-то добиться от властей, а оказывается под их карающим мечом. То есть власть поворачивает свой меч на вас, вас же и сажает, вам же делает зло, вас же и запугивает, чтобы вы не мешали дальше грабить. То есть, например, когда многодетная семья начала подавать заявление об улучшении расширении жилплощади, вполне нормальная семья, я хочу сказать, редко бывает адекватные семьи такие большие. И когда соцслужба отказала, когда никаких не было сдвигов, они обратились в прокуратуру, и в итоге наши органы опеки и попечительства дали, то есть пошли в суд с заявлением о том, что родители наркоманы, пьющие и так далее. Этих детей изъяли. И долго они боролись за то, чтобы вернуть. Вернулись с большим трудом. То есть рисковать теперь кому-либо другому, знаете, в назидании других, теперь рисковать какой-либо семье обратиться в органы опеки с просьбой о какой-нибудь там помощи, наверное, уже не решится никто в этом крае, потому что, оказывается, как только ты обращаешься в органы опеки за помощью, органы опеки у тебя отбирают детей, обвиняя тебя в наркоманстве, понимаете? Это ужасающая вещь, и она творится. Люди, которые это делают, имея погоны, имея власть, думают, что они безнаказаны, но время показывает, что эти люди очень жестоко за все расплачиваются. Если они есть, и они меня слышат, если они намерены так жить дальше, то остановитесь. Вы действительно очень страшно будете за это платить. Вы сегодня будете процветать, завтра 10 лет, 15 лет. Казалось бы, справедливости нету, все хорошо. И поверьте мне, вас ударят по самому больному месту в тот момент, когда вы не ожидаете. И поэтому такие люди через некоторое время удивляются. Как же так получилось, что у меня дочь стала алкоголичкой? Почему она пошла по рукам, рожать бросает детей? Вроде я такая солидная женщина, работаю на каком-то там паспортном столу, что-то там делаю, от меня многое зависит, я деньги хорошо зарабатываю. Почему у меня так происходит? Это твоя кара за все. Я не оправдываю преступные действия людей абсолютно, но не очень давно был такой случай в Дагестане, когда пошли к начальнику милиции и зарезали детей. По-моему, 4 детей. Одного ребенка они спасли тем, что забрали с собой к родственникам. Конечно, дети не виноваты. Конечно, такая страшная смерть детей, это ужасающе, врагу не пожелаешь. Это вообще представить страшно. И они пытались друг другу помочь, спасти. Но, дорогие друзья, так ли не виноват этот начальник милиции? Такой уж он ангел во плоти, такой уж он бедный да несчастный, над которым так вот поиздевались, и бедный человек так пострадал. Вы знаете, сколько на Кавказе специально провоцируют людей, специально идут дома, бьют для того, чтобы они им ответили, а потом им приписывают всякие там принадлежность ко всяким организациям якобы. Сколько раз было, что во время таких перестрелок абсолютно невиновные люди погибали, никто не мог доказать. Были единственные дети из семьи, которые гибли. И этим людям приписывали всякое-всякое. Сами понимаете, какие обвинения приписывают, да, северокавказским народностям. И не все они действительно такими являются. Просто они зашли по чему-то заказу, начали стрелять по этим барам, ресторанам, для того, чтобы погоны получить. А потом на трупов можно все списать, правда? Можно написать, что вот обезоружили какую-то банду страшную. Не боятся люди. Не боятся. Они прекрасно знают, что убили невинные души. Они прекрасно осознают, что они уничтожили просто абсолютно невиновных молодых людей. Они спокойно это делают, дорогие друзья, очень спокойно. Спокойно зарабатывают свои кровавые деньги. А потом расплачиваются их дети, как видите. И мне хотелось бы спросить этого начальника милиции. Скажите, пожалуйста, товарищ полковник, а скольких вы пытали в подвалах, а скольких мужчин вы насиловали там, принизив их достоинство? Разве этого не было? Вот видите, как ваши дети за это расплатились. А теперь эти деньги, извиняюсь за выражение, засунь себе в одно место. И будь счастлив, если они тебе принесли
счастье, эти кровавые деньги, чужими слезами, чужой болью. Поэтому, дорогие друзья, вот почему начинается ненависть, скажем так, к карающей системе? Из-за того, что если человек идет туда за защитой, его же и обвиняют, его же и сажают. Если человек абсолютно невиновен, но у него нет денег откупиться, его посадят за другого. И чего только там не будут делать. Знаете, сколько было людей выпущено, когда в Беслане эти все преступники, оказалось, что они все сидят, у них всех пожизненный срок, как они вышли на свободу. А когда покопались в этих картотеках, оказалось, они все мертвы. А других людей убили, вынесли вместо них и написали, что все, понимаете, их освободили. Вот как было дело. И люди, которые это творят, они вначале счастливы. Многие, очень многие подобные палачи очень страшно, то есть расплачивались. Вспомните советское время, вспомните Ежовщину, вспомните Вышинского. Вспомните, как они переживали и тряслись. Вспомните Аввакумова, как они закончили свою жизнь. Я помню, недавно показывали дочь Ежова, которая решила всю свою жизнь отмолить грех своего отца. И то говорят, что это не их ребенок, что приемный, но очень похожа она на Ежова. Наверное, все-таки это по матери, то есть мать не родная была, но жена Ежова, имею в виду официально, да, ну а так, мне кажется, генетически она дочь своего отца, ну очень похож, копия свой отец. И она уехала и живет на севере. Очень разумная женщина, профессор. И когда у нее спрашивают, почему вы уехали в такое место, где люди, ну, когда-то ваш отец сюда отправлял людей, он говорит, вот именно поэтому я и уехала, чтобы вот эти тяготы севера перенести и почувствовать, каково было людям, которых мой отец отправлял. Светлана Сталина, дети Сталина, чем они расплатились за своего отца? Ни один из них не был счастлив. Все как бы жили так, знаете, как-нибудь. Плата приходит, дорогие друзья. Но в любом случае нам нужно защитить себя от властей. Нужно, потому что справедливость искать от них – это бесполезно. Как говорится, собака собаку не кусает. Вспомните Ворошиловский стрелок, да? Где там власть-то? Одни кабинеты и хмыри с этими, с флагами сидят. Вот и все. А вас убили? Ну тогда приезжаем. Еще не убили? Нет, мы не можем. Мы когда вот убьют, тогда позвоните. А вас убили? А вы не виноваты в этом? А вы не провоцировали, чтобы вас убивали? Вот и все. Этим, к сожалению, все сказано, дорогие друзья. Поэтому дальше продолжать не будем. Итак, от властей обереги. Они спасали всегда, спасают и будут спасать впредь. Только правильно делаете. Где-то ритуал, где-то шепоток, где-то заговор. Я буду вам объяснять. Если достали власть имущие, если достали копаться, если замучили всякими проверками и так далее, как отвязаться от них? Сварите пшено или ячмень. Сварите в 12 ночи. Значит, оставьте до утра вареную. Днем, в течение всего дня. Возьмите это пшено и ячмень. Сварите столько, чтобы хватило на 6 горстков. То есть кидать 6 раз. Найдите водное пространство, реку, озеро, неважно. Идите, становитесь, читайте и кидайте туда это пшено. 6 раз читайте, 6 раз кидайте туда пшеницу или все, ячмень вареную. Можно и овес. Ну, в общем, пшеничный продукт. Всякие власти, да казенный люд, что вы привязались ко мне, к телу и душе. Кинуть пшено. Нате вам. Всем ешьте, глотайте, а ко мне больше не приставайте. Забери вас бес, провалитесь, сгиньте,
а меня покиньте. Да будет так. Аминь. Сделайте, отвернитесь и уходите. Они от вас отстанут. У них столько начнется проблем, что они уже вообще забудут, что вы существовали. Был такой случай, когда я женщине это дала, и после этого вообще расформировали их, вообще их растащили по разным углам, то есть определенное количество сократили, вообще они больше забыли о ней. Это маленькие, может, ритуалы, но они очень сильные. Если обвиняет вас в том, что вы не делали. Итак, откройте кран, наберите воду в 12 ночи. На воду заговорите 6 раз, потом умойте лицо. И не вытирайте, пусть высыхает. От обвинений ложных, если вас в чем-то обвиняют, в чем вы не виноваты. 12-й час мне свидетель, 12-й час мой покровитель. Услышь меня, услышь мой наказ. Чистая вода от недр земли, стекай, протекай, да с меня смывай лукавство власть имущих. И от казенных людей меня защищай, от их пакостей, от их лжи и вранья, их лукавства и зла. С меня, чтобы все вышло, и им обратно вдышло. Так накажите, что про меня забудьте. Да будет так, заклято. Если вы не хотите, чтобы они видели лишнего, приходят ли к вам с проверкой в магазин, домой, отправляете ли вы деньги туда-сюда, на карту ли, на счет ли, чтобы не видели то, чего не надо видеть, чтобы не обращали особо внимания на ваши дела, на вашу работу. Каждый раз, отправляя деньги, например, читайте этот заговор. Каждый раз, скажем так, перед проверкой читайте этот заговор. Каждый раз, получая документы или отправляя налоги, читайте этот заговор. И они просто вообще забудут про ваше существование. Так, глаза ваши отвожу, казенные люди, на вас мороку навожу. Чего не желаю, того не покажу. Скройте, духи, от них все, что не для них. И не для их глаз. Пусть смотрят, как младенцы. Вроде видят, да не разумеют. Ничего лишнего не замечают. Аминь. Дальше. Если постоянно вас в чем-то обвиняют, значит, зовут там допрашивать, спрашивать. Я говорю, это все действует, если вы не виноваты. Это тоже учтите. А то любой сейчас возьмет и сделает. Мне один раз сказали, а если ваши враги возьмут, сделают, сработает? Конечно, нет. Если они не уважают, ко мне относятся презрительно, как может сработать то, что я создаю? Итак, берите сало и гвоздь. Начитайте в 12 ночи 12 раз. Воткните гвоздь в сало. То есть один раз втыкайте, прочитайте. Потом снова уже воткнутый гвоздь, не вытаскивая, читайте дальше 11 раз сверху. Это сало положите в холодильник. Ну, как-нибудь обмотайте, ложите туда, в холод, чтобы эта гвоздь вот прям внутри была. Когда все дело закончится, вынести это сало и выкиньте, просто в мусорку можете выкинуть. Там обмотать и выкинуть. Но подождите, пока это дело полностью закончится. Убирайте, лжецы, подлецы, от меня. Нет вам надо мною власти. Да вернутся вам ваши напасти. Воткните гвоздь и говорите дальше. Как гвоздь замер в сале, так и вы, их титул. Ну, кто вам там? Участковый, так и ты участковый, так и участковый, и так далее, перечислите. Замрут и остановятся. Истинно так. Если вас все время тащат, то в налоговую, то туда разобраться, то тут. Дойдите до их здания и прочитайте 3 раза. Можете для себя стоя прочитать и потом зайти. Перепишите маленький блокнот, я думаю, понимаете, как можно сделать.
Заря Маримяна, вода Татьяна, земля Ульяна. Врагов моих видите, их намерения знаете. Вселите в них страх. Остановите их. И со мною навеки примирите их. Великие три силы. Дайте то, что я просила. Да будет так, заклято. Далее. На красную нить. Если вас зовут допрашивать или что-либо еще, и переживайте. Начитайте на красную нить 6 раз, привяжите к левой руке и идите спокойно. Ничего вам не будет. Кстати, те, которые говорят насчет суда, берите заговоры для адвокатов. Если вы судитесь, можете сами делать вместо адвокатов. Там не сказано прям конкретно адвокаты. Но если вы судитесь, и ваш адвокат далек от этого всего или не сделает, сделайте вы. Итак, на красную нить 6 раз. Дух темный мне на левое плечо, оберег на мою душу. Нить красная. Сейчас, секунду. Сама иногда не разбираюсь, представляете, перепишу. Ужас. Еще раз. Дух темный мне на левое плечо, оберег на мою душу. Нить красная от волка сбережет, от зверя спасет и от властей убережет. Заклинаю. Дальше. Чтобы смыть их замыслы, чтобы убрать их замыслы, то есть ослабить их волю над вами, откройте кран 12 ночи. 12 ночи очень хорошо действует в делах справедливости. Откройте кран, подставьте, чашу, пусть выливается вода. Читайте на воду 12 раз. А потом закройте, и вот та вода, которая осталась в чаше, вылейте за порог. На порог, извиняюсь, вылейте на порог. Река Матерь, берега свои размываешь, камни отрываешь, пески оголяешь, так и смой мысли моих врагов, чтобы своих помыслов пугались, до дрожи в теле, до трепета в душе, заклято. И через некоторое время то, что они против вас замышляли, они не то что забудут, запутаются, не смогут, не успеют, не получится. Отведете эту беду. Пользуйтесь на здоровье, можете всеми пользоваться, можете отдельно. И через некоторое время эти люди от вас отстанут. Эти проверки перестанут, и вообще казенные люди абсолютно к вам больше не будут подходить. Отвяжутся. Всем всего хорошего.